Так, сейчас я эту расчлененку уберу. Слабонервным лучше это видео, конечно, не смотреть. Всем привет! Если вы впервые на этом канале, меня зовут Мария. Канал мой о флористике и всяком рукоделии. В этом видео предлагаю вам немножечко вместе со мной повеселиться, со мной, с моими друзьями-хризантемами. И хочу предложить вам собрать букет в форме сердца. Итак, первый вариант. Как можно собрать такой букет? Быстро, как обычно, просто, в общем, элементарный, на мой взгляд, способ. Что мы делаем? Мы будем собирать букет лежа на столе. Так и делать мы будем вот что. У меня здесь всего 15 хризантем, 14, наверное, 13, ну, в общем, сколько-то, где-то больше 10, 3 пачки по 5. Так, я беру хризантем, сейчас я посчитаю, сколько у меня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ну, одну уберем, ну, допустим, будет по 6, неважно, сейчас совершенно. Что мы делаем? Такой самый вообще просто простой способ. У нас получится такой букет, похожий на растрепыш, но я постараюсь его привести максимально к форме сердца. Кстати, и растрепыши так тоже можно собирать для начинающих. Я считаю, вообще прекрасный супер способ, который сможет сделать каждый. А мне кажется, что не начинающие меня особенно-то и не смотрят. Но, во всяком случае, если и смотрят, то уж точно не для того, чтобы научиться собрать хризантему по спирали. Да? Итак, что мы делаем? Мы берем... Также по спиральке все собираем, но лежа на столе. Представляем себе на нашем столе вот так вот очертание сердечка. Да, вот я себе, ну вот половинку сердечка я себе представила, да, и собираю я букетик в форме этой вот половинки сердечка, да. Ну вот так примерно она выглядит. Вот это у меня, допустим, будет наверху. Вот это у меня бок, да, сердечко. Ну и перед у своего сердечка мне тоже надо как-то вот так вот закрыть. И чтобы вот, ну, цветочки у меня имеют какое-то направление, да, так вот раз. И половинка сердечка у меня готова. Собрала все по спирали здесь. Собираю, как собирается спираль внизу или где-то тут. Ну, в общем, есть у меня подробнейшее видео о том, как это делать. Собрала одну кучку, отложила. Ничего не перевязываю, просто лежат. Ничего не делаю. И то же самое делаю со второй. Так, то же самое делаю со второй кучкой. Она мне такая более беленькая получилась. Ну и хорошо. Также вторую кучку собрала. Ровно как и первую, все так же по спирали. Но единственное, что вот это вот место условной связки, где мы держим букет, они должны быть у нас на одном уровне. Дальше что мы делаем? Мы берем и вот так первый букет наш прикладываем ко второму. И все наши ноги прекраснейшим образом сами по себе встают в спираль. А почему? А потому что это магия спирали. В этом, собственно говоря, суть. Дальше у меня все так же лежит. Я ничего никуда не дергаю. В смысле, не поднимаю. Дергаю, но не поднимаю. Вот так вот. Поднимаю теперь наш букет. И практически все готово. Можно, естественно, совершенно все то же самое делать на весу. Ни на каком, ни на столе, да, а совершенно на весу. Но, опять же, это требует определенной сноровки и понимания. Потому что так уже обычно не шибко-то и видно, да, что мы тут делаем. Вот. А когда это у нас лежит на столе, то мы прям-таки все видим, и нам очень удобно. Теперь что мне осталось? Мне осталось, чтобы у меня форма моя лучше читалась. Ну, это такое, понимаем, да, ну, условное сердце с поправкой на. Все, что в руке,
Хлоп. Обрываю, чтобы тут все было чистенько. Завязываем это дело ленточкой. Сейчас, минутку. Так, вот. Я возьму вот такую вот розовую ленточку. И дальше, знаете, что я сделаю? В принципе, уже, да, оно вполне себе похоже. Сейчас я вот так возьму, чтобы было видно в камеру, да. Вот он, букетик-то, и похож на форму сердца. Без всяческих каркасов, там, без еще чего-то, да. Вот оно уже вполне себе читается. Но если мы вот так вот сожмем ножки, у нас букет уплотнится, да, объем мы потеряем, но сердце наше будет еще больше сердечным. Поэтому здесь сердце будет сердечным. Поэтому здесь я сделаю то, чего я не делаю никогда. Я возьму и перемотаю ножки не как обычно я делаю по одному и тому же месту, а я их прям подсожму и чуть-чуть сделаю такую тугую перевязочку. Вот что я сделаю. Так, кладем. Здесь мы себе можем позволить букет прям-таки класть, потому что, ну почему? Потому что мы его собирали лежа, да, ничего с ним не будет. Но, кстати, завязываем все равно все туго. У меня мой единственный способ, все как обычно, через петельку, без всяких новостей. И здесь, кстати, заметьте, я даже без всяких этих, без технической ленты я обхожусь. У меня вот моя это сантиметровая лента, и вполне она мне подходит. Так, кладу внизу вот так вот себе чуть-чуть ножки, хоп, поджимаю. Когда я так делаю, я зажимаю, да, цветы в букете. То есть я теряю объем. Если посмотрите, у меня с этими же хризантемами есть, где они в главной роли выступают, и единственный, собственно говоря, круглый букет, который я собирала. Так вот там тоже количество цветов, ну вот минус один у нас, да, вот, там тоже количество цветов, но букет объемнее гораздо смотрится больше, потому что мы там дали воздух. Здесь мы никакого воздуха не дали, здесь мы все наоборот сжали, да, ну потому что есть у нас определенная цель. Завязываем. Можно на двойной узелок. Так, и бантик. Самый обыкновенный. Я люблю маленькие бантики на букетах. И большие я тоже люблю. В общем, под настроение. Вот сейчас у меня настроение, когда я люблю маленькие. Ножки, естественно, нужно подрезать. Я подрежу. Вот у меня здесь есть, смотрите, и покороче. Да, но если так отрезать, то какая-то она совсем куцая будет. Мне кажется, что ногу нужно вот такой длины оставить. Ну, достанет это до воды, все нормально будет. Хотя канонически вообще-то по правилам, ну, по правилам, все ноги должны быть у нас примерно одной длины, да, что если водички будет чуть-чуть, никто там не будет разбираться, какой они длины. Вот, ну тут уж ладно, поскольку у меня уже это почиканная 20 раз хризантема обрезанная, бедолашка. Так, ну и смотрите, чем не сердце. По-моему, очень даже сердце. Я не знаю, это у меня тут белая моя кофта. Насколько белая на белом. Сейчас вот здесь вот надо мне вот эту розовую я чуть-чуть вот так сделаю. Вот эту наоборот. Вот. Ну и сердце. 5 минут и все готово. Ну, сколько тут, не 5? 11. Итого. Вот, я смотрю, у меня здесь камера есть наверху. Вот, итого 11 минут. А если без видео, вообще 3 секунды. Все. Без каркасов там каких-то, без чего-то еще. Просто вот раз-раз, хоп-хоп и готово. Пожалуйста, вот вам идея на 14 февраля. Можно еще сзади согнуть какие-нибудь ветки. Но я не люблю, мне нравится вот так. Оно вроде как, знаете, вроде как и сердце, да? И при этом без какого-то излишнего вот этого декоративного эффекта. С ветками, какими-то палками, еще чем-то, чтобы уж, нет такого, что человек идет по улице и несет этот букет, у него сердце огромное тащит. Вот такой вот вариант. Мне кажется, прикольно. Так, это у нас был первый вариант сердца. Как можно его быстренько собрать.
Сейчас покажу второй вариант уже на каркасе. Но каркас мы самостоятельно делать не будем. Почему? Потому что я очень не люблю все это каркасоделание. 3 часа занимает, на выходе пук. В общем, существуют готовые каркасы. Я тут была на базе цветочной и прикупила. Еще кое-что буду с ними делать. В общем, вот такие вот. Выглядят не супер стильно, модно и молодежно, прям скажем, да. Но их можно чуть-чуть модифицировать и, в общем, привести к нужной нам форме. Это вот у меня такие, ну это просто вам покажу, что бывает, что вообще ассортимент велик, можно самостоятельно ничего не делать. Почему я купила вот такие вот такой вот желтый и вот такие вот из веток? Ну, потому что наш любимый бренд называется по акции. Все, что было по акции, то Маша и купила, потому что, собственно говоря, меня интересует только проволочное вот это вот основание. Остальное меня интересует меньше. Так, сегодняшним главным героем у меня будет вот такой вот каркасик из веточек. Стоит удовольствие 37 рублей. Для сравнения, чтобы понимать, хризантема стоит в опте сейчас 89. Это как пол хризантемы. Или как... Что 37 рублей? Гвоздика уже 39,90, понимаете? Ну, то есть, в общем, да, можно себе позволить купить готовый. Мне не нравятся вот эти вот зеленые фигульки, какой-то пенопласт крашеный. Сейчас мы это все уберем, нам это не важно и не нужно. Итак, приступим. Как-то, знаете, бывает видео эти переделки фикс-прайс, а у меня будет видео переделка каркаса. Что я хочу сделать? Я хочу, во-первых, я хочу вот эти вот все... Ну-ка. Зеленые фигни убрать максимально. Если что-то отломается из веток, наплевать, оно нам все не надо. Ну, если по низу вот что-то останется, то хорошо, пригодится. Можно ли сделать такой же самостоятельно? Можно, скажу я вам. Но 37 рублей. 37 рублей. Всего лишь. И минус вообще час геморроя. И, кстати говоря, помимо там геморроя или еще чего-нибудь, все же эти проволочные каркасы, проволочка-то не бесплатная, на секундочку. Вообще-то, из которой все это крутится, а тейп, который вот все канонические каркасы. Там, если посчитать, то охо, на самом деле, вот этой вот сопутки уходит. Я ободрала все, на мой взгляд, лишнее. Вот он уже стал вполне себе приличненький на вид каркасик, да? Итак, что мы теперь делаем? Ну, каркас у нас вот этот вот имеет форму круга. Да, нам нужно из этой формы круга, он из проволочки состоит, тут всегда вот такое вот проволочное основание у него, на которую навинчено, ну, что-то. Принцип всегда один и тот же. Мне нужно сейчас из этой проволочки согнуть сердечко. Я для начала сделаю верхние 2 ушка у сердечка. Где-то вот тут вот так вот раз возьму и внутрь просто эту проволоку вогну максимально к центру, прям туда. У меня же цветы тоже имеют объем. Поэтому я ее вот так вот раз и максимально вместе со всеми этими ветками вот это все туда. Теперь вот у меня вот здесь вот эта вот серединка, да, вот так мысленно проводим линию и делаем кончик у сердечка. Раз. Также все имеющиеся вот эти веточки можно под свою форму подогнать. Теперь нижняя часть, она у нас, ну, естественно, по понятным причинам деформировалась. Но чтобы она нам не деформировала нашу форму, нам ее тоже нужно подогнуть в соответствии с тем, что мы имеем. Ну, то есть там уголочек к уголочку, кое-что отломалось, ничего страшного. Так, все. И ножки, вот эти вот две, берем и так вот между собой скручиваем в одну. А теперь вот эти вот все ветки я хочу выдрать, скажем так, из середины и пустить больше к краям, чтобы мне было удобнее устанавливать хризантемки свои. Вот так. Так, вот.
Все, сердце вполне себе читабельно, на мой взгляд. Ну, сердце же. Сердце замечательно. 3 минуты, все готово. Да, помним, что 3 минуты 37 рублей. Можно ли сделать более четкую, аккуратную, правильную форму, начав с нуля своими руками? Конечно же, да. Можно. Но 3 минуты и 37 рублей. Не устану повторять. Итак, осталось вообще еще 3 минуты. И все. Теперь в этот каркас, этот каркас, нам нужно заполнить хризантемой. Вот единственное, что я сделаю сейчас вот тут вот здесь вот я хочу проволочкой соединить вот это вот место изгиба. Вот такая проволока у меня есть, самая обыкновенная, маленький кусочек. Если нету, то и нету, ничего страшного. И пожалуйста, дорогие друзья, если вы прямо вот, настроены на супер-пупер серьезнейшую флористику, к таким вещам нужно относиться легко и просто. Вообще все вот эти вот 14 февраля, любые тематические праздники, это такой способ повеселиться. И, кстати, почему у нас вот прям народ подзабил на 14 февраля, я не знаю, мне кажется, прекрасный праздник. Прекрасный. Вообще любой праздник, который можно праздновать, и так, скучно живем. Скучно в плане, что вот все, что сейчас в мире происходит, хотя бы уж сердечек надо поделать, чего бы нет-то. Мне кажется, можно отмечать вообще все праздники всех народов мира. Хуже уж точно не будет от какого-нибудь веселого настроения, сердечка, или от того, что кто-то скажет кому-то лишний раз, что он в него влюблен. Почему бы и нет? А теперь берем и просто заполняем каркас цветами. Нужно единственное, что вот здесь у меня хриза, она уже, конечно, бедная, помучилась моя маленькая хризантемка. Оставлять только вот прям верхушечки у нее. И начинаем заполнять букет. Так, я попробую, если мне хватит, я сделаю однотонный розовый, без белого. А если не хватит, то не однотонный. То есть, видите, я вот оставляю прям вот верхние такие хохолки. Каркас нам помогает удержать все на нужном месте. Кстати, можете вначале, вот если вы не суперпрофессионал, опять же, вот так вот ножки оставляйте, и потом их аккуратненько просто уложите в спиральку, да и все. Можно не мучиться особенно. Потому что каркас нам уже задает форму, там эти проволочки, веточки, вот это вот все держится само за себя, цепляется. Все прекрасно, ничего никуда не убежит. И более того, вам скажу, если вы в этой истории соберете вдруг что-то не по спирали, о боже мой, то ничего вообще не произойдет, особенно если это хризантема. Наплевать. Но нет, не хватит мне розовый, поэтому добьем беленькой. Ну и ладно. Вот, видите, я ее прям нещадно обчищаю. Так, вот у меня конец мой. Вот он. Сейчас мы сюда хризантемочку раз. Пошла красивая. Так, ну и белый, ладно. Так. Так, добавляем. Убираем. Потому что все вот эти цветочки, которые внизу, они нам здесь, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, как сказать, но не пригодятся. Так, вот сюда давай. Хороший мой хризантем. Так, тебя поплотнее, пониже. В целом, на самом деле, по объему цветка и так достаточно, но здесь вот я пустила белую, мне хочется, чтобы еще она где-то у меня была, например, вот здесь хорошо, сейчас у меня есть там еще одна маленькая, возьму. В общем, знаете, это такое видео, где слабонервных просим выключить
экраны, потому что вот это просто, ну, в целом, с коммерческой точки зрения, это, конечно, надругательство над цветком, потому что взяли кучу цветка, обломали от него вообще практически все, да, чтобы сделать какой-то маленький букетик. Но, знаете, как говорится, можем себе позволить, можем, да. Так, и вот сюда. Оп. Вот, теперь я довольна. Да, ведь? Что можно сделать, чтобы у нас наше сердце было более сердечным? Вот здесь вот в нижней части каркаса вот эти ветки я к ушам подтяну. Пусть торчат, да? Ну и снизу, кстати, все чисто, прилично, аккуратно и так далее. Можно еще, кстати, но это опять же заморачиваться и лишний материал. Вот тут вот по кругу что-нибудь приделать там, ну, более такой, чтобы контур был, да, основательно заметный. Но мне кажется, что и так все очень даже хорошо. Так, вот так. Ленточка обязательно. Так, ну вот сделаю такую фиолетовую. Почему бы и нет? Я не буду сейчас к этому букету делать упаковку, потому что он сам по себе прикольный. Итак. Так, ножки все по спирали у меня. Видно, да. И так, сейчас я эту расчлененку беру. Так, и завязываю. Опять же, без всяких технических перевязок. Тут без всего такого. Так, во-первых, дорогие хризантемы, будьте любезны, пожалуйста, как-то вот ровно стоять. Можно? Пожалуйста. Да. Так, ленточка, бантик. Жик. Подрезали. Ножки подрезали. Ну, смотрите, какой миленький, хорошенький букетик, сердечко. Сейчас я посчитаю, кстати, сколько у меня ушло хризантем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук, кстати, овер до хрена, скажу я вам. 9 хризантем. Это вообще-то большой такой букет. А в данной ситуации, конечно, большого-то особенно букета у нас, да, тут не очень получилось. Ну вот оно такое сердечко маленькое, вполне похожее, как мне кажется, на сердечко. Да. Вот такой вот. Прикольный. Можно было бы, мне понравилось бы такой получить в подарок. Ну, какой-то такой раз в год. Не нужно это делать вот прямо на постоянной основе, да. Надо понимать, что вся вот эта вот игра в сердечке – это один день в году. Ну, почему бы и нет? Надо себе позволить вообще иногда. Вот. На этом все, дорогие мои. Надеюсь, мои 2 способа изготовления сердечных букетов были для вас интересны и полезны. Попробуйте, сделайте. Может, у вас есть, кстати, какой-то свой. Напишите мне в комментариях, как вы делаете. Делаете ли вы вообще что-нибудь на 14 февраля? Отмечаете ли вы этот праздник? Или ай да ну его? Надоело еще нам этих. Вообще мы тут, я посмотрела, у меня аудитория в среднем женщины самый большой процент – это женщины от 30 до 45. В общем, это где-то 70% по статистике Ютуба. Это вот моя аудитория, кто меня смотрит. Мужчин там вообще, видимо, 2. Мне кажется, очень привет вам все 2. Все 2, оба 2. В общем, мужчины. Если вы меня смотрите, это круто. Вот, либо, в общем, к чему я? К тому, что либо уже, дорогие мои зрители, вы сидите, думаете, куда нам вообще? Мы уже взрослая тетя. Какие сердечки розовые, к тому же. Какие еще? Никаких сердечек. Все, по-серьезному. Или же наоборот. Напишите, давайте пообщаемся об этом в комментариях. Интересно ваше мнение. А я желаю вам что? Быть всегда любимыми, счастливыми, заниматься любимым делом. Если вам нравятся сердечки,
Пусть в вашей жизни будет возможность сделать с утра до ночи одни сердечки. Всего вам самого-самого хорошего. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайки. Мне нравится получать лайки и новых подписчиков. И пока-пока.